Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про интересную тему мертвого брака. Вы думаете, вас это не касается? Давайте проверим, потому что на самом деле огромное количество семей после 10-15 лет совместной жизни начинают жить именно в этом самом мертвом браке. Я сейчас расскажу, собственно, признаки, чтобы вы могли понять, это ваша история или нет. Если это не ваша история, может быть, вы просто пара, которая живет еще пока меньше 10-15 лет вместе, вам заранее будет хорошо понимать причины, как люди приходят в эту точку. Потому что, знаете, лучше предостеречь, лучше заранее подложить соломки и не совершать ошибки других людей, чем оказаться в этом самом мертвом браке, потому что выбираться из него сложно. Обычно опоминается, знаете, так опомнился один человек, и он готов идти в развитие, менять отношения, строить их как-то заново, хотя они привычны за долгие годы. А второй часто бывает не готов, то ли сил себе не чувствует, то ли ему не интересна эта тема, то ли он не верит. И так, собственно, люди разводятся часто. Это очень грустная история. Как определить, мертвый брак или нет? Я назову сейчас какие-то основные признаки. Есть разные индивидуальные нюансы еще. Первый признак. Если секса не хочется очень долго и постоянно. Одному или обоим двум партнерам. Как это бывает? Знаете, вот эти стандартные частые шутки о том, что жена говорит, что у нее болит голова, она на самом деле не болит. Или муж приходит с работы домой попозже, чтобы жена успела заснуть. Она такая рано ложится, рано встает. Чтобы, собственно, в кровати не возникло этого неловкого момента, типа, а вдруг, может быть, секс надо, а его уже давно никому не надо в этой паре. Следующий момент. Если партнерам не нравится запах друг друга. И это еще история, которую можно реанимировать, если когда-то этот запах, в принципе-то, нравился изначально, когда сходились. Самые грустные истории, когда запах изначально не нравился. В принципе, работать можно с каждым случаем, просто нет никаких гарантий. Следующий признак. Если в отношениях нет уже вообще никакой, я назову это словом, знаете, мимишность. Люди, когда встречаются, у них свидания, они какие-то смайлики друг другу посылают, какие-то смс-очки пишут, комплиментики делают, такие эмоциональные поглаживания, дотрагиваются друг до друга, может быть, ходят за ручку. Конечно, после 10-15 лет совместной жизни это не может быть в том же количестве, что в начале. Но мертвый брак – это когда этого не осталось вообще тотально ничего. Даже вот чуть-чуть не осталось. То есть все равно какая-то такая милота, она должна сохраняться в отношениях. И еще один важный, последний, яркий признак – это когда муж или жена, или опять-таки оба партнера, знаете, радуются очень, когда второй уходит из дома, потому что ура, это возможность остаться дома. Обычно люди сами себе это так обманно объясняют. Я просто люблю быть один, я просто устаю от семьи. Нет. Позамечайте, бывает так, что когда другие люди дома рядом, усталость не возникает. Усталость возникает именно когда муж и жена вместе, вот это желание обрадоваться, что кто-то неожиданно свалил в командировочку. Итак, если вы вдруг заметили, что, похоже, у вас мертвый брак, или если вы хотите не оказаться в этой точке, что же делать? Посмотрим на причины. Ведь если мы будем знать причины, то мы будем понимать, собственно, как на это можно влиять. Причина мертвого брака одна самая такая распространенная. Люди не умеют конфликтовать. Любые отношения всегда будут с конфликтами, это нормально. И вот счастливы те пары, в которых есть какой-то свой, знаете, такая уже своя схема, как проживать эти конфликты, но не задавливать их, не сглаживать, а все-таки это конфликт, здоровый конфликт, когда и один, и второй заявляет о том, что он хочет, говорит, что ему не так, как надо, и они вместе договариваются. Не так, что один, знаете, такой продавил, а второй такой, ну ладно, я подстроюсь, где они договариваются на равных. Идут иногда на уступки, иногда добиваются своего. В парах, где конфликты как будто под запретом, в парах, где считается, что ругаться, конфликтовать, что-то выяснять – это плохо, вот там наступают мертвые браки. И причина, конечно же, почему люди не разрешают себе конфликтовать, просто они не умеют проживать злость. У них чувство злость под запретом. Нельзя быть злым, злым быть плохо.
я лучше буду делать вид, что я добрый и хороший, или обижаться. И вот это, к сожалению, такая выученная модель неверное поведение приводит к точке мертвого брака. Еще один очень важный такой показатель, да, причина. С какими людьми это бывает? С людьми, которые не умеют брать свое, которые не настолько смелые, вот открытые, у которых нет права прийти и сказать: а я хочу так, а мне надо так, а давай так, а вот я по тебе соскучилась, да, которые не разрешают себе претендовать. Как понять, вы такой человек или нет? На секунду представьте, что вы маленький ребенок и оказываетесь на каком-то застолье. Помните, в детстве мы так все собирались, большой стол, его накрывают родители, и еду пока еще брать нельзя. И вот вы находитесь в комнате, где никого кроме вас нет. И если вы стащите какую-то вкусняшку со стола, то по сути об этом никто не узнает. Вам можно это сделать? Если вам нельзя это сделать, вы чувствуете, что вы должны быть правильным, и если сказали, что что-то нельзя, то нельзя, то возможно, да, вы в зоне риска оказаться в мертвом браке. И последнее важное, что хочу сказать. В мертвых браках оказываются те люди, у которых внутри есть сценарий жизни, что я должна жить там, где мне плохо. Да, такое бывает, представляете, вас это удивляет, возможно, да? То есть человек выучен, опять-таки, приучен с детства находиться там, где ему плохо, и при этом не уходить. Конечно же, это продолжается все с детства. Если в семье в детстве было плохо, а ребеночку уйти-то некуда, он маленький, то ребеночек вырастает с навыком: мне плохо, не обращай на это внимания, терпи, уходить не надо. И вот здесь задача взрослого — взять ответственность за себя, да, за свое развитие и научиться или уходить оттуда, где плохо, или, вероятно, сперва пробовать все-таки организовать себе хорошо. Скажите, вам знакома тема мертвых браков? Может быть, вы в такой ситуации, поделитесь, или вы замечали такое у ваших знакомых? Как вам кажется, почему люди все-таки находятся в этом и не идут, например, к семейному психологу решать эту проблему? Подписывайтесь на мой канал, я заканчиваю потихоньку это видео, чтобы оно не получилось долгим. И до встречи в следующих видео.